Всем привет, с вами председатель. Если для кого-то понятно и очевидно, почему Великий Новгород называют господином, а Киев матерью городов русских, то помимо этого в этом видео мы с вами поговорим о Великом Новгороде, о его детинце, об интересной истории Великого Новгорода, о его вечевом республиканском правлении. Недаром это самое большое государственное образование тех лет, которое называлось Новгородской республикой. Торгует с Ганзой и не платит дань так называемым монголо-татарам, и при этом сама выбирает себе князя на княжение. Прям какая-то демократия в средние века. Ну и, конечно же, мы сравним и рассмотрим крепости этой Новгородской республики, нынешней Ленинградской и Астраханской области. Ведь, к примеру, Ивангородская крепость и Новгородский детинец строятся практически в одно и то же время Иваном Васильевичем Великим III. Но посмотрите, и фортификация разная, и материал, из которой эти крепости построен, тоже разные. В общем, информация интересная, давайте по порядку. А теперь смотрите, что вам точно пригодится. Специальная посуда для микроволновки. Это молодой российский бренд Мику. Легко и быстро приготовить полноценное вкусное блюдо в любом месте, где есть микроволновка. Эта посуда готовит принципиально по-новому. Она сделана из особого сплава, который нагревается от микроволн до 200 градусов. И таким образом блюдо готовится быстро и сохраняет вкус, сочность и пользу продукта. У Мику есть разные виды посуды. Я себе взял большой гриль и контейнер 2 в одном. В большом гриле можно зажарить сразу 2 куска мяса или приготовить 2 сэндвича. Есть еще гриль поменьше, но в контейнере можно готовить сразу 2 блюда одновременно. На сайте Мику есть даже целый раздел с рецептами. Это все я вам уже показывал, а сейчас к нам приехала круповарка объемом 2 литра. В комплекте мерная чашка и дюршлаг, из которого не нужно пересыпать. Мы в нем промываем и готовим крупу. Заливаем водой, закрываем крышкой, дополнительно фиксируем при помощи лопатки и ставим готовиться. В комплекте есть инструкция, например, рис и гречка готовятся за 20 минут. Удобство, что не нужно следить, чтобы каша не убежала, постоянно ее помешивать. Отправил в микроволновку, поставил таймер и забыл. И плита не заляпана, не надо ее отмывать. Сама посуда занимает на кухне совсем мало места, и ее можно мыть в посудомойке. Также у Мику есть стильные и удобные термосы и термокружки. Смотрите, какой термос-кувшин с термометром температуры. В нем температура напитка сохраняется до 24 часов. И удобная и красивая термокружка с френч-прессом. Отличный подарок для себя и для друзей. Весь ассортимент можно посмотреть в официальном интернет-магазине miku-russia.ru. И самое главное, на сайте Мику сейчас скидки до 20% на все. А по промокоду «Председатель» у вас будет дополнительная скидка 25% на весь ассортимент бренда от последней цены на сайте. Целых 2 недели. Не прозевайте такое выгодное предложение, ну а мы начинаем. Ну что ж, давайте разберем историю Великого Новгорода от его становления независимым городом, если хотите, вольным городом, когда новгородцы прогнали князя и установили на своей земле вечевое управление или республиканское управление. Собственно, от этого вся новгородская земля и стала называться Новгородской республикой. И согласитесь, термин «республика», «Новгородская республика» не очень популярен. С чем это связано? Ну, рядом было еще одно республиканское объединение, которое называлось Речи Посполитая, что в переводе и означает «республика». И вот чтобы ни в коем случае не было такой ассоциации, Новгородскую республику начинают называть господином Великим Новгородом. Как вы понимаете, латинизация русских земель шла семимильными шагами, что уж там говорить про времена Петра. Это все начиналось задолго до него. И в последних моих видео мы как раз прорабатываем гипотезу, что Золотая Орда – это не какие-то кочевники, монголы, татары и китайцы, а именно католическая церковь Священной Римской империи, которая ведет свою экспансию на восток, идет католическая колонизация Прибалтики, идут так называемые крестовые походы не только на восток, на земли обетованные, на Иерусалим, на Сирию, идут точно такие же крестовые походы на земли Руси. Все церковные летописи, которые нам сейчас выдают за основу, по которым, собственно, мы и изучаем нашу историю, это, как нам утверждают, поздние списки.
или списки со списков, а оригиналов этих летописей просто не сохранилось. На самом же деле это было целенаправленное переписывание истории в угоду романовской немецкой династии, которая и подменила многие понятия, навязала нам совершенно другие образы, с которыми, собственно, мы и живем по сей день. И если эти летописи будут анализировать профессионалы своего дела, то в них можно найти очень много косяков и ошибок, а зачастую просто копирование информации из каких-то ранних доступных источников. У нас историки почему-то считают себя всесильными разбираться во всех аспектах жизни древнего общества. И в экономике, и в производстве, и в сельском хозяйстве, и в ратном деле. Но на самом деле любая книжка по коневодству опровергнет и огромную конную армию Наполеона, и кочевые армии монголо-татар. Нашим историкам просто дан карт-бланш, и зачастую они просто найденные артефакты подгоняют под свою теорию. У меня есть куча видео про ложные артефакты, про ту же шапку Мономаха, шлем Александра Невского, стул Ивана Грозного и так далее. Я думаю, вы все знакомы с Климом Жуковым. Это исторический реконструктор и эксперт по средневековому оружию. Так вот, на канале Гоблина он разбирает Ледовое побоище, наша легендарная битва, которой командовал Александр Невский. И при нынешней работе с текстами, вы понимаете, с компьютеризацией, с оцифровкой, с нейросетями, выясняется, что подробное описание Ледового побоища в повести о житие и о храбрости благоверного и великого князя Александра просто напичкано отрывками из цитат Иосифа Флавия о Иудейской войне. Давайте я вам вставлю отрывок. О различных парафразах и цитатах в русских летописях. Вот, например, один из рассказов о Ледовом побоище происходит из жития святого благоверного великого князя Александра Ярославича. Это сочинение 1280-х годов. Во Владимире было составлено, и в одной из Владимирской летописи приводится. Хотя, казалось бы, всего лишь 40 лет спустя после сражения, то есть не очень большой срок. И рассказ там самый подробный, со всеми возможными вообще подробностями, которые только могут быть в нашем летописании. Самый длинный рассказ в житийной повести. Этот рассказ практически полностью составлен из цитат из Иосифа Флавия о Иудейской войне, из Тита Ливия и так далее. То есть, история города Рима. Да? То есть практически никакой информации подлинной о самом сражении оттуда не следует. Причем цитаты довольно большие. Кто не смотрел прошлый ролик, Клим Александрович говорит про то, что при описании современных событий древние летописцы брали куски еще более древних текстов и тупо из них, как из шашечек, составляли новый. Как из мозаики. Да, новый, в кавычках, текст. Я считаю, что просто необходимо с теперешними технологиями, с теми же нейросетями просто проверить все наши летописи. Я думаю, после этого просто на государственном уровне нужно поставить вопрос о переписывании нашей истории. И перестать уже в конце концов изучать историю нашего государства по церковным писулькам. История – это прежде всего рынок, а уже потом войны из-за этих рынков и церкви, которые, собственно, все эти войны и благословляли. Как вы сами понимаете, институт церкви в те времена имел просто огромную силу и власть. А римская католическая церковь, я думаю, я не ошибусь, если назову ее самой могущественной церковью тех времен. И те же крестовые походы – это было распространение христианства, как сейчас идет распространение демократии на весь мир. И как то их христианство нам никогда не было нужно. Ведь неоднократно пытались папы римские насадить свою латынскую веру и Александру Невскому, и Ивану Грозному. Но, по сути, как нам в 90-е годы насадили демократию, так и при Романовых насадили очень завуалированную латынскую веру. Это событие в нашей историографии назовут Великим церковным расколом, об этом мы еще поговорим. Тот же Киев, Смоленск, Новгород, официально переходя из рук в руки, были и православными, и католическими. И не только эти города, еще много городов. Но историки об этом почему-то всегда умалчивают. И называют Киев мать городов русских или господин Великий Новгород.
А дети сидят в школе и ломают голову, почему-то Киев не отец, а мать. С какой такой стати? Но школьный педагог ребенку не разъяснит, что мать городов в переводе с греческого это метрополис, метрополия. Здесь, кстати, и церковная митрополия переводится точно так же. Почему вот так просто не отвечать на поставленные вопросы, для чего юлить? Ну или вот, пожалуйста, господин Великий Новгород. Мы все прекрасно знаем, что Великий Новгород входил в состав Ганзейского союза. Экономического союза, торгового, свободных городов Северо-Западной Европы. А что такое свободные города или вольные города? Ну вот, например, имперский город Священной Римской империи назывался Рейхстад, а вольный имперский город назывался Фрирейхстад. О вольных имперских городах и вообще о Ганзейском союзе мы обязательно с вами поговорим. Ну давайте я вам зачту статью из энциклопедического словаря Брагауза и Ефрона «Вольные имперские города». Фрирейхстад. Так назывались города, являвшиеся самостоятельными членами Германской империи и в пределах своего округа, обыкновенно незначительного, обладавшие местной верховной властью Ландесхохайт, за исключением ленных обязательств к императору. Вольный имперский город был независим и назывался государем, господином. Ландесхе, ланд – земля, хер – господин. А мы все гадаем, почему Великий Новгород называется господином. Да вот почему. Потому что он так указан в каких-то немецких источниках, а по факту Новгород – это республиканское образование. И когда пишутся летописи, они, естественно, откуда-то списывались. Скорее всего, с германских, с ливонских текстов, в которых Новгород и был обозначен как Ландесхер, что переписчики, не думая, перевели как «господин». И ведь я приводил много примеров вот таких вот небрежных дословных переводов наших так называемых историков. Тот же Алексей Михайлович Тишайший, отец Петра Первого. Тишайшим был назван, потому что неправильно перевели титул Клементисимус, которым, собственно, все наши дальнейшие императоры были награждены. Но у них он переводился как «всемилостивейший». А взять того же Ивана Грозного. Ведь вы понимаете, что Грозным мы его сами называть просто никак не могли. Одно дело Ивана называть великим, а другое дело Грозным. Так на Западе его вообще называли ужасным. Иоанн Terrible. И именно вот этот вот перевод наши летописцы просто немножко смягчили. Из ужасного сделали Ивана Грозного. Но я вам неоднократно говорил, что у нас чередуются Иваны Васильевичи с Василиями Ивановичами. А это, скорее всего, один исторический персонаж. Мы же помним, что и Иван III берет Новгород, и Иван IV также берет Новгород. На самом деле в текстах же не было порядкового номера того или иного Иоанна. Они просто были написаны как Иоанн Васильевич. Но откуда они эти тексты переписывали, я уверен, что было написано Иоаннис Базилеус или Базилевс Иоаннис, что по сути одно и то же, царь Иоанн. Базилевс это не имя и не отчество, это титул, который обозначает монарха. Я уверен, та же история и с Владимиром Мономахом. Мономах это никакая не фамилия. Вы понимаете, сколько косяков летописцев нужно пересмотреть, чтобы нашу историю привести в порядок? Но ведь сейчас это возможно сделать, сейчас мы владеем уникальными технологиями. Но, видимо, эта рабская история нас почему-то устраивает. Что мы 300 лет были под монголо-татарским игом, что править сами собой мы не могли и пригласили на княжение норманов, Рюрика. И ведь эта нормандская теория как раз и начинается отсюда, с Новгородской республики. Якобы с Ладоги, где и начал свое правление Рюрик. Но давайте все-таки Рюрика оставим в покое и перенесемся в тот момент, когда княжеский город Новгород становится независимым. Как нам говорят, 1136 год, новгородцы изгоняют князя Всеволода Мстиславовича и на своей земле устанавливают республиканское вечевое правление. И вот вы знаете, по-хорошему взять и изучить это так называемое вечевое правление. Как я говорю, нужны не историки, а профессионалы. Может быть, у тех, кто изучает право или юриспруденцию, возникнет интерес, мы создадим группу, например, в Telegram,
и попробуем проанализировать тоже магдебургское право и то право, которое было в Новгороде. Я не удивлюсь, если они очень похожи. А может, это и было вообще одно право, просто чтобы не палиться, наши историки назвали его по-иному. И сравнить это, например, с той же «Русской правдой» Ярослава Мудрого. Вот моя почта, я, конечно, не надеюсь, но если бы нашлись желающие изучить этот предмет, было бы, конечно, интересно. Может быть, даже в дальнейшем вы напишите какую-то диссертацию по этому поводу или защитите докторскую. Я ни в коем случае ваши лавры отбирать не буду. Ну и что нам говорят историки про так называемое вечевое республиканское управление Новгородской республикой? Власть в городе и вообще в республике принадлежит боярам, из которых выбирают посадников. А князей якобы приглашают только для защиты республики. Ну, чтобы он руководил так называемыми вооруженными силами Новгорода. И вот с такими приглашенными князьями и заключались договорные союзы. Но почему-то нам не рассказывается, как заключались эти договорные союзы. Устно, письменно. Сохранились ли эти договорные союзы? Какое жалование платили князю за то или иное сражение? Или, может, там почасовая оплата была? Он подписывал контракт на год, на 5. Где вся эта информация? Потом князь что, приходил со своей армией? Или он формировал эту армию из новгородцев? Я могу накидать еще сотню вопросов, на которые наши историки не дадут ответ. Мы прекрасно знаем в нашей историографии так называемые московско-новгородские войны. Но при этом и московские, и владимирские князья княжили в Новгороде, тот же Александр Невский, о котором мы поговорим в следующем видео. Но также были и шведско-новгородские войны. И были и мирные договоры, которые заключали между собой шведы и новгородцы. Вот, например, Ореховский мир или Натыбергский. Естественно, были и торговые договора. Вот, например, в конце XII века заключается первый достоверный международный торговый договор с Готским берегом и немецкими городами. В середине XIII века заключается новый торговый договор Новгорода с Готским берегом, Любеком и немецкими городами. Но это не удивительно, мы же знаем, что Новгород входит в состав Ганзейского союза. А почему тогда новгородские бояре не приглашают на княжение шведских или немецких князей, курфюрстов? Нет, ну если есть такая возможность взять любого князя. Или что, немецкие курфюрсты запросили слишком большое жалование? Я уже выдвигал предположение, почему тот же Александр Невский 4 раза приглашался на новгородское княжение и 4 раза его изгоняли из Новгорода. Это, скорее всего, связано с завоеванием этих земель Александром Невским. Ну, то есть пришел, пограбил, покняжил и ушел. Но, видимо, нашим историкам или идеологам не выгоден такой поворот событий. Давайте об этом поговорим в следующий раз, когда будем разбирать персону Александра Невского. Сейчас я хочу сравнить крепости так называемой Новгородской республики, которая простиралась, как нам говорят, с южных гор до северных морей. Человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Нет, это не о Новгородской республике. Как нам говорят, эта республика, кроме самой новгородской земли, включала в себя территорию от Балтийского моря на западе до Уральских гор на востоке и от Белого моря на севере до верховьев Волги и Западной Двины на юге. Ну, то есть с уверенностью можно сказать, что это самое большое государственное образование, если можно так назвать Новгородскую республику, которое существовало как раз в период так называемого татаро-монгольского нашествия на Русь. Заметьте, земли Новгородской республики не были завоеваны монголо-татарами, они не платили дань. Но при этом каким-то образом тот же князь Александр Невский мог быть одновременно князем Владимирским и являться данником Золотой Орды, и князем Новгородским, независимой вечевой республики. Да, кстати, никакого герба и никакого флага у Новгородской республики, как нам говорят историки, не было. Что, на мой взгляд, тоже очень странно. Так вот, я хочу рассмотреть крепости так называемой Новгородской республики в период ее существования. То есть, с момента ее образования в 1136 году, когда они прогнали князя к чертовой матери, до 1478 года, когда Иван Васильевич пришел и навел в Новгороде порядок. Он, кстати, в нашей историографии называется «собиратель земель русских».
И тут давайте вспомним мое предыдущее видео про Ивангородскую крепость, которую, как нам говорят по официальной истории, как раз и строил собиратель земель русских Иван Васильевич Великий III. И я еще удивлялся, почему же Иван Васильевич в Москве строит Кремль из красного кирпича, а в Ивангороде крепость из камня. Ну, то есть совершенно разные технологии. Но ведь по официальной истории Новгородский Кремль тоже строит Иван Васильевич III. Вернее, перестраивает. Нам говорят, что строительство закончилось в 1490 году, и перестройка детинца была столь значительной, что фактически он был построен заново. Конечно, сейчас перед нами отреставрированный вариант новгородского детинца. Есть фото 1862 года, где стена была полностью разрушена. Рядом с дворцовой башней вот этой. Но сама башня цела, и много фотографий конца 19 века, которые нам говорят, что в 19 веке стоит практически тот же детинец, что мы видим и сейчас. Я думаю, многие знакомые с информацией новой хронологии Фоменко и Носовского, они утверждают, что господин Великий Новгород – это нынешний город Ярославль. Ну вот, честно говоря, их гипотеза в моей голове никак вообще не складывается. И если хотите, то все их доказательства я могу быстро опровергнуть. Хотя я с большим уважением отношусь к этим людям. Ну, так как они вообще дали старт так называемой альтернативной истории. Хотя до них этим же занимался и Николай Морозов. Так вот, возвращаемся к крепостям той самой Новгородской республики, из которых Новгородский Кремль выбивается, он кирпичный. Ну вот она, старая Ладога, где по нормандской теории и сел на княжение Рюрик. Безусловно, крепость новодел, но, как нам говорят, остались старые стены. Вот, например, эта стена датируется 13 веком. Я даже кусочек этой стены взял себе на память. Надеюсь, меня не привлекут за вандализм. Есть также фотографии 19 века разрушенной Староладожской крепости. Ну и на фотах Прокудина-Горского, которые есть в цвете, мы видим, из чего, собственно, сделана эта крепость. А вот крепость Карела, которая, как нам говорят, тоже была заложена новгородцами. Она находится в Приозерске, и это все Ленинградская область. Крепость Копорье, как мы видим, оно тоже сделано не из кирпича. Строительство этой крепости датирует 1237 годом. Была еще такая крепость Ям. Сейчас в городе Кингисепп можно найти только небольшой кусочек руин этой крепости. Но что мы видим? Она тоже сделана не из красного обожженного кирпича. Про Ивангородскую крепость мы с вами уже поговорили. Но также нужно напомнить и про Соловецкий монастырь. Это тоже крепость. И Соловки также входили в так называемую Новгородскую республику. И согласитесь, все эти крепости совершенно не похожи на крепости Москвы, Тулы, Нижнего Новгорода, Зарайска, Коломны. Но что более удивительно, они даже не похожи на крепость Великого Новгорода, которую, как нам говорят, практически полностью перестроил под себя Иван Васильевич III. Я уже говорил, что все Иваны Васильевичи перепутались в нашей истории, и, скорее всего, это вообще один персонаж. И, возможно, когда он брал Новгород и присоединял его к так называемому Московскому царству, он перестроил эту крепость. Но это мои предположения. У меня пока ответов нет. Почему? Я-то понимаю, что разобрать крепость и построить заново очень трудоемкий процесс. Ну и потом в Новгороде ведутся археологические раскопки. Если бы изначально детинец был построен из другого материала, как, собственно, и все остальные крепости Ленинградской области, я думаю, это бы могли спокойно подтвердить археологические раскопки. Возможно, именно здесь и не было никакой крепости никогда, а заложил ее здесь только Иван III. Ведь мы знаем, холм насыпной, ну, по той же официальной истории, это не природное образование. А сам город, Великий Новгород, мог быть значительно больше, что, в принципе, и доказывают оборонительные сооружения Новгорода. Вот, например, план реконструкции Новгорода, и мы видим, что детинец стоит с одной стороны, а с другой стороны этот город также окружен стенами. И вот эти стены и валы. И обратите внимание, из чего они сделаны. Это камень и плинфа. Достаточно мощный вал. Я вот вижу, он уходит далеко-далеко. Видите? Вон куда уходит.
и прерывается вот здесь вот дорога, а дальше идет парк. Так, видите, вал, насыпь. Вот с этой стороны она, конечно, заделана камнями, но я думаю, что не факт, что эти камни изначально здесь были, но хотя, ну, не знаю, не думаю. Хотя, может быть, и были. Вы смотрите, какой большой холм, да, ну вот, в принципе, протяженность какая холма. Видите? Вон куда он идет. Вот здесь вот дорога, он прерывается, и вот дальше пошел. А внизу болото, а внизу, как обычно, болото. Вот он вал. Смотрите, вот он вал. Это мы въезжаем в город, и вот оно, городское укрепление, вал. И вот эта несостыковка в одном городе меня сильно напрягает. Где даже крепостные сооружения обводного города, как он называется, сделаны из другого материала, нежели сам детинец. Этот город стоит на западных границах русского государства. В принципе, точно так же, как и город Смоленск, о котором я совсем недавно делал видео. И эти два города очень похожи, я их сравнивал и по церквям, и потому что они переходили постоянно из рук в руки. Они были то под православными, то под католиками. И, соответственно, церкви переделывались то в православные, то в католические. Помимо того, это огромные торговые города, которые стоят на самых важных торговых путях. Здесь было много немецких дворов, и, соответственно, здесь должно было быть много немецких приходов, церквей. Сейчас почему-то ни в том, ни в другом Новгороде мы их не видим. Их просто спрятали, переделали. Почему от нас пытаются скрыть эту историю, я, честно говоря, не знаю. Может быть, подумают, что страшные немцы попытаются отнять у нас и Новгород, и Смоленск, и сказать, что это их земли. Но, как говорится, пусть попробуют. Но это же история, и какая бы она ни была, нужно ее такой и принимать. Сами новгородцы 13 века, вот эти вот вольные торговые люди, кем они себя считали? Русскими, Литвой, шведами? Ну, понятно, раньше как таковых национальностей не было. Была в основном привязка к вере: православные, латыняне, магометяне, греки, жиды. Но купеческий образ новгородцев у нас же вбит в голову. Для нас они русские купцы. А вот, например, как видели их ганзейские торговцы. Эти изображения, деревянные рельефные панели, были на лютеранской церкви святого Николая в Штральзунде. А вот смотрите герб города Штральзунд. Ну, скорее всего, совпадение. Это город-порт Балтийского моря. Так же, как Новгород являлся городом Ганзейского союза. Но вот возводилась эта церковь по нашим меркам очень долго. С 1270 по 1360 годы. Почти 100 лет. А у нас стены Соловецкого монастыря, которые практически не имеют аналогов в мире, возвелись за 4 года. Но это мелочь. Обращаю внимание на даты немецкой церкви, они в принципе сопоставимы с существованием Новгородской республики, то есть после развала Киевской Руси и до того, как Иван III подчинил себе Новгородскую республику. Вот они, новгородцы. Здесь они предлагают свой товар приказчику подворья Святого Петра в Риге. Здесь новгородцы охотятся. Как нам говорят, эти панели принадлежат к важнейшим изобразительным свидетельствам о торговле Ганзы и Руси в эпоху Средневековья. Но почему-то внешний вид новгородцев как-то не укладывается в наше представление о новгородцах. Ни головные уборы, ни колготки, ни бороды с прическами. Вот ничего не укладывается в наше представление. А я повторяю, церковь святого Николая в Штральзунде, как, собственно, и эти вот деревянные рельефные панели, которые, как нам говорят, украшали спинки церковных скамеек, были сделаны в XIV веке. Теми людьми, которые на самом деле должны были видеть новгородских купцов, так как торговали с ними. И Штральзунд, и Новгород были членами одного и того же Ганзейского союза. А я, кстати, забыл вам сказать, что в Новгороде было одно из самых крупных представительств Ганзы, так называемых контор, крупнее которых были только в Брюгге и Лондоне. Согласитесь, вот эти вот новгородцы на дощечках совершенно не похожи на тех новгородских купцов, которые в виде образов заложены в наши головы. Ну и потом мы изучаем Великий Новгород по так называемым берестяным грамотам. Здесь их очень много найдено. А настоящие архивы Новгорода находятся в Швеции. Вот, смотрите, так называемый Новгородский оккупационный архив.
собрание документов, дело производства новгородской приказной избы за время шведской оккупации Новгорода во время смутного времени. 30 тысяч листов! И он хранится в Государственном архиве Швеции в Стокгольме. Есть много томов каталогов, или каталогов, как правильно, поправьте, которые описывают этот новгородский архив, но все они на шведском и на английском языках. И заметьте, про Псков я ничего не говорил, хотя он тоже входит в состав Новгородской республики. Его крепость тоже не из красного кирпича. И он тоже входит в Ганзейский союз и тоже называется господином. Но про Псков мы поговорим отдельно. А следующее видео, как я и обещал, мы продолжим говорить про Новгород и про великого князя новгородского Александра Невского. Ой ты гой еси, добрые молодцы, примите с поклоном и уважением славные слова об одежде русской из предсельмага нашего. В светлый весенний праздник к вам обращенные. Зимняя дрема переименуется весенней дейницей. Грядет праздник, боярынь, всея Руси 8 марта. Тут шелка наши и, кстати, придутся. Предлагаю не просто дары особые, а от сердца да с душой сделанные. Платья цветов невиданных, одеяние для здоровья полезное. Да примило всем. Сделает деву лепотну, хоть царицей. Полотнище льняном называется, так приятно телу человеку русскому. А душе услада красоту такую лицезреть. Можем шить рубаху добротную, заграничной ничем не уступите. Принарядит славно голубушку. Есть одежка с откидную шапкою. Коли девка зело премудрая, не пойдет на солнце жариться, головушкой не покрытую. А как почевать пойдет, то лучше и красивше пижам наших, да из шелков натуральных и не сыскать. Глаз не оторвать, таки блестящий, а на вес прям пушинка. Рукава и подол и ворот, все ладно справлено. Хочешь жить и да без хворобы? Одевайся покаместь теплее. Горностаев не обещаем, однако овчинку справим. Да еще цветов невиданных. Из голубой овцы, да бордовой. В торжество такое знатное добру молодцу смекнуть надобно. Не конфекты дарить голубушке, а душегрею красоты неописуемой. Из платка расписного справленной, да мехом отороченной. Вывертай на опаку изнанку и носи покамест как новую. К душегрей-то рукавички дивные. И для сугреву, однако, хороши. А еще, словно жемчужинка. Из того же платка узорного сумочка красоты невиданной. И цветы, что часто из звездочки, а подклад из шелков переливчатых. Поплывет душенька лебедушкой. И с таким подарком можно хоть кому в любви сердечной признаться. Всякая душа такому празднику обрадуется. А у кого таких подарочков-то нет, те от зависти слюной брызжут. Способом дивным во все концы света одежку нашу разносим. Ту, что русской одеждой зовется. Присылайте грамоты из городов разных. Супостаты почтовые нам не помеха. А в самом центре града стольного есть шоу-рум. Наш с одежкою. Материю-то ощупать и на себе прикинуть. Вопреки наговорам злым и всяким беснопениям прочим будем носить одежду русскую с головою гордо поднятой.